Привет! Это первое видео обучения о программе Premiere Pro. В этом видео ты узнаешь, как добавлять свои видео в проект, в программу, как делать нарезки и переходы, как усиливать звук, как делать стабилизацию видео, как стабилизировать видео, а также как выводить это видео. И все эти видео по туториалам будут размещены на моем канале в плейлисте. Интересно? Тогда поехали! Для начала откроем Premiere Pro. Он у меня 20-й версии, собственно и года. После того, как у нас открылся Premiere Pro, вы будете видеть вот такое диалоговое окно, где будут в будущем ваши прошлые проекты. Да. Но сейчас у вас здесь ничего не будет, так что нажимаем новый проект. Здесь в поле имя можно ввести любое имя, желательно для вас это, то есть, что будет в этом проекте? Допустим, я напишу это туториал. Вот, туториал. Местоположение я в основном выбираю в одной папке, чтобы в одной папке были все документы. Проекты Premiere Pro. Вот у меня специальная папка Premiere Pro, и я здесь сохраняю все эти проекты. Аппаратное ускорение, формат отображения, это уже все стоит по умолчанию. Поэтому это менять не нужно. Нажимаем ОК. Окей. У нас есть 4 окна, вот таких. В вот этом нижнем левом окне мы будем загружать медиаданные. Медиаданные мы загружаем, то есть мы находим папку, допустим. У меня я буду монтировать вступление. Выбираем это все, то, что мы засняли. И кидаем вот сюда. Если уже у вас имя документа отображено по имени, сортировано, то можно будет его отсортировать по имени. То есть выбираем имя. И они у нас отобразились по имени, то есть как вы видите. Потом мы выбираем все, нажимаем на последний проект и выбираем шифтом на первый, либо даже наоборот. И тащим сюда, чтобы создать последовательность. Вот здесь у нас сам монтаж, таймлайн. Здесь происходит, то есть сам монтаж видео. Как вы видите, это предпросмотр нашего видео. То есть, да. А вот здесь, в этом окне, у нас будут находиться параметры данного файла. Не файла, а видео. Для того, чтобы они у нас отобразились, нужно нажать. Тут у нас масштаб видео, также положение. Чтобы возвратить, нажимаем Ctrl-Z. Так. Собственно, вот загрузили, допустим, нам нужна нарезка кадров. То есть, допустим, чтобы обрезать, мы нажимаем на клавиатуру S. Русскую либо английскую, без разницы, они находятся на одной клавише. У нас выходит такое лезвие. Мы обрезаем в нужном моменте. И, то есть, смотрим, просматриваем. Вот. Допустим, я здесь хочу закончить. Обрезать. И нажимаю еще раз. Чтобы выбрать, нажимаем V или M русскую. Выбираем Delete, чтобы удалить. Вот. В нарезке мне звук не нужен. Чтобы отделить видео от звука, я зажимаю Alt и выбираю только аудио. Нажимаю Delete. Остается только видео. Также и со следующими видео. Также, чтобы двигаться по таймлайну, можно двигать колесиком мыши. Либо же зажать Alt, и у вас будет масштаб. То есть зажать Alt и колесиком мыши, тогда будет масштаб увеличиваться, либо уменьшаться.
Рассмотрим переходы. Они у нас находятся вот здесь. Можно либо вот так выбирая их найти, либо просто колесико мыши опять же прокручивая. Видеопереходы находятся в этой папке. В основном основные переходы находятся в папке растворения. Ну, как бы перекрестный наплыв — это самый классический переход. Вот такой. Ну, самый классический. Чтобы удалить его, выбираем его, нажимаем и выбираем и удаляем. Тогда у нас он пропадает. Также вы можете рассмотреть остальные, но в основном я пользуюсь перекрестным наплывом, если же нужно. Либо же оставляю вообще без перехода. В некоторых случаях это тоже красиво смотрится. Также у нас есть погружение в белый, это когда погружение в белый идет, и есть погружение в черный. Погружение в черный я обычно использую, когда мне нужно сделать концовку, и то есть я просто, чтобы не регулировать непрозрачность видео, я просто ставлю погружение в черный, и он как бы в черный плавно уходит, и тогда уже идут конечные заставки, и все, то есть видео заканчивается. Чтобы, опять же, растянуть переход, мы просто наводим стрелочку, ну, мышку на переход, зажимаем и растягиваем. Тогда оно будет более плавнее. С этими переходами, практически со всеми переходами оно так работает. Вот. Дополнительные переходы я вам покажу в следующем ролике. Они более профессиональные и их нет в стандартном приложении Premiere Pro. Это будет как плагин. Рассмотрим усиление звука. Я добавил видеоролик. Звук в основном должен быть более в районе 0-3, то есть вот здесь 6 и посередине желательно. Как вы видите, он у нас в минус 18 ушел. Чтобы его усилить, чтобы человек, когда смотрел это видео, не прибавлял звук на своем телефоне, а был звук в норме, мы нажимаем правой кнопкой мыши на видео, ну либо на звук, без разницы. Усиление звука. И здесь уже я обычно добавляю на 20, но вы смотрите по своим характеристикам видео, ну, насколько хороший звук в вашем видео. Знаешь, как добавлять свой. Как вы видите, сейчас оно в районе 0-3. Усиливать звук, как делать стабилизацию вот. Видео. Ну, как стабилизировать видео. Теперь рассмотрим стабилизацию. Стабилизация видео находится вот здесь, в видеоэффектах. Видеоэффекты, искажения и стабилизатор деформации. Это в русской версии Premiere Pro. Допустим, я хочу наложить стабилизацию на это видео. Хотя оно и так плавное, потому что оно снималось со стабилизатора. Но, допустим, мы хотим еще больше сделать ее, чтобы прям вообще без тряски было. Мы выбираем и тащим, зажимая, тащим данный эффект на видео. У нас выполняется анализ в фоновом режиме. Сейчас у нас пройдет анализ, и мы продолжим. Как вы видите, у нас анализ завершился, но здесь еще активна кнопка «Анализировать». Это для более детальной анализации. Но, в принципе, давайте просмотрим результат. Если у вас идет эффект желе, то нам нужно спуститься сюда и смягчение сделать на 20, допустим. Этот эффект пропадает. Но на некоторых видео это нужно сделать, потому что эффект желе будет, потому что либо слишком сильная тряска у вас, либо эффект объектов слишком много, за которые программа цепляется, чтобы стабилизировать. Также, чтобы перемещаться между файлами, можно использовать кнопки на клавиатуре вниз и вверх. Как же вывести это видео?
Допустим, нам нужно вывести вот эти два отрывка, так скажем. Чтобы выбрать, чтобы не выводить весь вот этот таймлайн, нам нужно выбрать эти два отрезка, да, видео. Мы используем клавишу X, либо Ч на русской клавиатуре раскладки. У нас выбрался данный фильм. Чтобы растянуть, ну то есть чтобы выбрать два, нам нужно растянуть. Для рендера видео мы нажимаем сочетание клавиш Ctrl-M. У нас выходит такое окно. Формат выбираем H264. H264 это формат MP4. Вот. А шаблон настроек я обычно выбираю YouTube Full HD. И сохраняем видео. Можно в Premiere Pro, в принципе. Ну, назовем это как туториал. Сохранить. Все, экспорт видео, экспорт аудио. Больше трогать ничего не нужно. Шаблон настроек уже все сделал. Нажимаем экспорт. Видео у нас заэкспортировалось, и оно находится у нас в диске D и в Premiere Pro. Вот он, туториал. Все, мы успешно экспортировали видео. Также рекомендую сохранять проект, чтобы он у вас не вылетал, ну, вдруг, чтобы если, например, свет погаснет дома. Вот. Сохранение выполняется сочетанием клавиш Ctrl-S. Либо же можно поставить автосейвы, автосохранение, пройдя в изменить, установки и автосохранение. Автоматическое сохранение проектов. У меня стоит каждые 15 минут. Максимальное количество версий проекта, ну, у меня 150, так как у меня памяти много. Вы выбираете под свое. Ну, предыдущие можете удалять. Это был Premiere Pro легкий старт, для того, чтобы вы не тратили много времени на просмотр других длинных видеороликов. Также в следующих видео мы разберем подробно переходы. Вы можете задавать вопросы в описании, что непонятно, я в следующих роликах расскажу, либо же подскажу сразу же в описании. Применяйте знания на практике, у вас будет начинать все получаться только с практикой. Чем больше практики, тем лучше. На этом вроде бы все. Увидимся в следующих видеороликах.